Утро предматчевое финала Лиги Европы начинается с поезда и подъема в 5 часов. Едем сейчас в Сарагосу. Знаете, что самое парадоксальное? Что сейчас будет поезд в Мадрид, но мы просто не доедем до Мадрида, мы выйдем в Сарагосе. Такая история. Ну, можно было что-то придумать, какие-то поезда, может быть, самолеты, но тяжело добраться, билетов очень мало, и вот эта смена планов, то, что не Мадрид, все-таки а Барселона, она тоже складывается, но вроде бы пока все окей. Сейчас час 23 минуты до Сарагосы, и потом спустя 2 часа автобус до Бильбао. Смотрим, что там будет. Друзья, первая остановка Сарагоса. Ну, помните, наверное, такой футбольный клуб, который в свои годы очень даже неплохо играл, в том числе в Примере. Мог ли я когда-то подумать, что я здесь окажусь? Конечно, нет. Буквально 2 часа здесь, чтобы пересесть уже на автобус в Бильбао, в город финала, и отправиться на все предматчевые мероприятия. Ну, посмотрим, удивит ли нас чем-то Сарагоса за это время. Фух, ну что, друзья, вот мы в Бильбао. Если верить картам Google, это около 8000 километров. Сзади меня автобус, на нем мы доехали. Ну, конечно, не из Алматы, не из Бишкека, но, тем не менее, этот автобус, он поедет еще дальше в Хихон. А здесь очень много народу вышло в Бильбао. И, кстати, по свежим, по горячим следам, так сказать, я хотел бы пару слов сказать. Очень много болельщиков Тоттенхэма, фанатов МЮ я вообще там не видел на этом автобусе. И что ожидают? Ну, во-первых, Тоттенхэм последний раз в 1984 году что-то выигрывал, поэтому здесь вот ребята, которые ехали, они тот матч живьем не видели, хотя ребята уже с таким большим стажем болельщическим, и вот они, конечно же, ждут победы и говорят, что для этой команды, для болельщиков намного важнее победа, чем для того же Юнайтед, который, ну, очередной трофей возьмет. И я напоминаю, что на кону будет путевка в Лигу Чемпионов, и, возможно, вообще это самое главное даже. Хотя, ну как самое главное? Для Тоттенхэма, конечно же, победа и в этом матче очень важна. Но мы идем в город, посмотрим немного Бильбао, а потом на пресс-конференции. Здесь вот работа кипит уже, идет выдача аккредитаций. Ну и смотрите, брендинг. Достопримечательности Бильбао вписали вот по идентику Лиги Европы. Завтра уже узнаем победителя. Успешно получил аккредитацию, все очень быстро, в отдельном месте, все организовали, за что, конечно, респект. Ну и вот это вот предвкушение финала, вообще ощущение большого праздника, оно же здесь есть в воздухе. Не так много пока фанатов, но есть перевес на стороне Тоттенхэма. Сейчас посмотрим, какая будет атмосфера на пресс-конференциях и на тренировках команд. Совсем скоро отправляемся туда. Думаю, что каждый английский фанат, увидя эту надпись магазина, на минутку остановится и подумает, а не померещилось ли мне. Ну да, померещилось. Очень похоже на Арсенал, но это Аренал, такой магазин косметики и парфюма мест. Now it's about
30 odd years since we won a European trophy. Yeah. So I've come here, paid a lot of money to get here. I haven't got a ticket. I'm hoping to get a ticket at some stage. So yeah, means the world. Means the world to me. Do you remember this win of 1984? No, it's the one before I was at when we played Rotterdam in Rotterdam. Uh-huh. So when we won in Wolverhampton Wanderers, when it was a two-legged. Ah, okay. It was a two-legged affair then. And which year? Honestly, I was not born that time. No, you wouldn't. It was early 70s. Ah. And I would have been nearer your age then. Uh-huh. That's, Okay. so You've been there, yeah? I was there. Ah, great. And I've gone to a lot of places with Spurs. So let's hope. If this is the best Tottenham Hotspur in last 10 or 15 years, No, if you can compare. nowhere near it. Nowhere near it. We've had world-class players all the time. It's not individual players. We've got some brilliant players, and we've got some young brilliant players coming up. But they haven't gelled. It's the manager's fault, in my opinion. You know, he's only got one way of playing, and you know, he'll be gone whether we win or lose. No, I'm delighted for Harry Kane. He was Tottenham through and through. Anybody that isn't happy for me isn't a true Spurs supporter. You know, he gave everything, and he made us 100 and something million. Yeah. You know, and we're playing Bayern Munich again pre-season, getting the money for that, I'm sure. So, no, always happy for Harry. He was a good player, a good man, a good family man. Never hear bad things about him. Yeah, Harry's top man. I personally think Spurs are going to win. I've put money on them to win. Ah, really? And because we've got a couple of injuries, doesn't matter. The other ones should come in. Man United, if Ferdinand Bruno is injured or hurt in the game, Man United will crumble. So that's my forecast. Is probably the next thing you're going to ask me. I'm going to go 2-1 Spurs. In 90 minutes or more? In the 90 minutes, I don't want extra time. I have to get from here to Santander after the match. So I want to be able to get out. I left a place in England called St Albans at 4:10 this morning to get a taxi to get to Heathrow, to get to Madrid, and then a plane from Madrid to Bilbao, and then the bus down to here. And in about 15 minutes, I have to be on a coach from here to Santander. Ah, So a long day Yeah. for an old person like me. It's by the time I get there, it'll be 12 hours of travelling. Yeah. But I'll have had a couple of pints to help me along the way. your family or friends are with you here? Not? Oh yeah. I'm meeting some in Santander, but tomorrow there'll be loads here, loads. So it'll be a great day, hopefully. Do you expect more Tottenham fans here than? Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Well, even in England, they're saying there will be, say, 30,000 Spurs, 17,000, 18,000 Man United. So Great. that's it, because it means more to us than Yeah. them. Actually, I Because saw they've won. more Tottenham fans than United. Yeah, So and far. so far, and you'll meet many more. We'll have to leave it at that because Thank you. I'm looking at the times and I have to go down. Thank you. It's No, you're more than very welcome. I interesting. hope you have. Okay. It works Thank you for very you. much. No, you're more. I think tomorrow I will support Tottenham also. Good. You'll I say like- that to the Man United supporter as well. Now, next one. Yeah. You support who you want. It doesn't matter. Okay. Whoever plays the best, that's it. They Thank you. deserve to win. Thank you. THFC, Tottenham Hotspur.
how many years you have this? 40. Wow. Great. And I want to ask the last one about your family, like maybe wife, kids. Do they support Tottenham Hotspur also? Or? Well, I'll give you a little statement. In life, you only support one football team. Yes. I've been married more than once. I've lived with 6 women or 7, I'm not sure. So the only love is your football team. Perfect. That's it. Perfect. Except finish. your mother. Yes. Thank you very much. You're welcome. Идем на пресс-конференции перед матчем, хотел сказать, Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед или Тоттенхэм, но нет, перед матчем Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Бильбао здесь играть не будет. А знаете, очень-очень грустно, потому что если бы здесь был Бильбао, я просто не представляю, что бы здесь происходило, потому что и так везде афиши, все говорит о том, что нас ждет финал, финал Лиги Европы. Все говорит о том, что я не должен опаздывать сейчас на предматчевое мероприятие, посвященное этому финалу. Город зеленый, погода отличная и очень много англичан, они уже повсюду здесь все собой заполняют. И я думаю, что это было не последнее интервью, то, что удалось нам в аэропорту сделать. Будут еще, конечно же. Вот увидите, с чемоданами прут. Видите? Я думаю, что и сегодня вечером здесь будет шумно, а что будет завтра, вообще сложно представить. Но сейчас я вам покажу еще вот эти вот афиши многочисленные. Вот буквально 5 минут до первой пресс-конференции, вроде бы на все присухи я должен успеть. Пока скажу, что Манчестер тренировался на своем поле, вообще на своей базе. Я не знал, что так в финалах можно. Мне казалось, что обязаны команды все-таки проводить предматчевые тренировки в городе. Но любопытная деталь еще финала, что здесь открытые тренировки длятся час. То есть я не знаю, целиком это или нет. Если вообще какая-то закрытая часть, но час для СМИ есть. И я такого вообще не припомню. Кстати, сейчас вот тут голы показывают, а я к стадиону, кажется, с другой стороны вышел. Ну давайте сейчас оббежим. Вот такой лайвовый контент, ребят. Так, а где же тут, видите, вход-то, ёпта. Вот так сейчас стадион выглядит. И тут уже организовывают вход. Повторяют, кстати, тот самый матч Бильбао против Юнайтед, голы. Я думаю, боль для каждого болельщика это все пересматривать. Ну что, ищем вход. Небольшой фейл у меня произошел, я немного запутался, где тут медиа-вход. Пока что вижу одни заборы. Кстати, вот Accreditation Center. Пока ничего не понятно. Придется, видимо, все обойти. Алло, окей? Вот, иду сейчас в медиа-центр. Первый раз меня не пустили, отправили за аккредитацией, но теперь аккредитация есть. И посмотрим, что нас здесь ждет. Ну, друзья, несколько секунд, и я внутри. Досмотрели очень быстро. Смотрите, как вообще здесь классно. Как здесь красиво. Стадион тоже красавец. Прям с этим светом выглядит очень-очень круто. Ну, здесь уже аккредитационные планы и подготовка. Не знаю, надеюсь, не опоздаю я ни на какие присухи. Сейчас посмотрим. Kaixo, Ongiatori, Hola, bienvenidos. Hello, welcome to San Mamés Stadium in Bilbao for the Matchday -1 press conferences ahead of the 2025 UEFA Europa League final. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. That concludes the players' portion of the press conference. Please remain seated for Coach Ange Postecoglou, who will join us shortly. Сон и Пера были на пресс-конференции от Тоттенхэма. Задавали вопрос, наверное, больше Сону. И вообще, знаете, он такой, как Аксакал, такой лидер многолетний, который уже участвовал и во множестве важных матчей, в том числе в финале Лиги Чемпионов 6 лет назад. И вот спрашивали у него, насколько этот матч можно назвать самым важным в его жизни, чем он отличается от матча 6-летней давности. И Сон, в общем-то, не говорил что-то такое
прямо экстраординарный. Он говорил, что да, конечно, когда был первый финал, матч с Ливерпулем, я был еще зеленый, молодой, неопытный и очень сильно волновался, он это несколько раз повторил. Но сейчас уже другая история, сейчас главное подойти к матчу спокойно. Конечно, это не рядовая игра, это матч за трофей, все это понимают. И позднее уже присоединился тренер Тоттенхэма Постекоглу. Знаете, здесь интересно отметить, что его пытались как-то раскачать, что вот что будет после этой игры, останется он в команде или уйдет. Но он очень резко реагировал на подобные вопросы. Какой-то молодой журналист из Англии сначала первым это спросил, можно будет ли считать сезон провальным, если Тоттенхэм проиграет, и вообще как относится к Постекоглу к такой постановке вопроса, потому что, в общем-то, одна игра сейчас определит, будет этот сезон самым успешным за последние годы у Тоттенхэма или он будет провальным. На что Постекоглу сказал, что, в общем-то, в возрасте журналиста не стоит задавать такие вопросы, и принципиально отказался на него отвечать. В конце эту тему попытались, как бы, скажем так, оживить и вновь поднять. Постекоглу сказал, что жизнь-то у него, в общем-то, хорошая, у него есть семья, у него есть деньги и здоровье, и поэтому все с ним будет хорошо. Неважно, останется он в Тоттенхэме, не останется. Когда журналист уже попытался какую-то более конкретику внести, сказать, попросил ответить, но все-таки, если трофей будет, можно ли считать, что работа сделанная, можно уходить? Постекоглу здесь, конечно, красиво увернулся, он сказал, что нет, так будет считать нельзя, это будет выход на новый уровень. В общем-то, об этом же и говорил Сон, очень важный матч, нужно побеждать, и это действительно шанс выйти на новый уровень. Что интересного еще было, пресловутое барбекю, которое провели игроки Тоттенхэма перед этой игрой, о нем все успели поговорить, задавали вопросы к тому, кто его вообще придумал и как оно все проходило. Постекоглу сказал, что он большую его часть пропустил, потому что надо было готовиться к финалу, а вообще все организовали игроки, и вот Сон говорил о том, что классно они провели время, еще больше сплотились. Ну, в общем-то, здесь были рядовые фразы. Но вот интересный момент, что это барбекю, оно вызывало улыбки здесь журналистов в зале, ну и вообще было такой острой темой, которую команды любили обсуждать. Также спросили у тренера, считает ли он, что важнее выиграть трофей или же попасть в Лигу чемпионов. Но здесь вначале, так немного увильнув, Постекоглу сказал, что все-таки Лига чемпионов это, конечно, хорошо, но выиграть трофей гораздо важнее. Напомню, в 1984 году Тоттенхэм в последний раз вообще что-то выигрывал. Ну, еще один был интересный вопрос по поводу того, что впервые греческий тренер, австралийский тренер через слэш, наверное, будет играть в финале, будет выступать в качестве тренера одной из команд. Да, и Постекоглу сказал, что он помнит свое детство, как он родился и проводил первый год в Греции, потом ради него его родители переехали в Австралию, и, конечно же, для него вот эта жертва, которую родители понесли, бросив родных, бросив свой родной дом, она очень важна, и для него, ну, можно сказать, большая честь стать именно таким тренером. Я лично сейчас от себя говорю, признаюсь, не проверял эту информацию, но вот если действительно так, то тоже факт достаточно интересный. Вот, ну, в общем-то и все, пожалуй. То есть мы увидели, что Постекоглу не очень хочет говорить о будущем. Ну, это, в общем-то, стандартная процедура. Все концентрируются на текущем моменте и на предстоящем матче. Ну, а как он сложится, совсем скоро уже узнаем. Может быть, еще стоит один вопрос выделить по поводу того, как Тоттенхэм играет с Ман Юнайтед. Постекоглу тоже тут сказал, что не надо вообще ничего вспоминать. Каждый отдельный матч – это вопрос концентрации и настрой игроков, и я надеюсь, что смогу настроить свою команду на максимальный результат, чтобы против самого лучшего Манчестера мы смогли выйти и победить. Друзья, ну посмотрите на это чудо. Все уже забрендировано. Сан Мамес. Просто прекрасен. Очень жаль, что здесь не будет играть Атлетик, но это, конечно. Вот такие специальные позиции за воротами есть. Смотрите, здесь самые разные каналы, вещатели. И в том числе наши должны быть. Сейчас поищем. Вот коллегам Сокко привет. Disney+. Да, географию можно изучать. Друзья, ну вот с этой позиции завтра я буду весь матч смотреть и снимать для вас. Оцените. Это же прекрасно. Ох. Вот кто-нибудь бы с этого угла забил. Это будет великолепно вообще. Потрясающе.
Ну и оцените, как близко трибуны, видите, вот, в общем-то, здесь это видно. Не знаю, тут, ну, 2 метра, наверное, просто я лечь, мне кажется, тут могу. То есть, в принципе, вот так вот 5 неболельщикам завтра можно будет отдавать. Друзья, ну как вам тренировка? Конечно, нечто невероятное на таком стадионе. Сейчас без зрителей даже это выглядит очень мощно. Я не представляю, что здесь будет завтра. Честно признаюсь, на таком уровне еще никогда не смотрел. Вот даже до меня мяч долетел. Вот немножечко поучаствовал в предматчевой тренировке. Ну, наверное, пожалуй, я все-таки завтра буду болеть за Тоттенхэм. Мне кажется, это очевидно. Давайте немного вратарскую тренировку тоже посмотрим. You saved my camera. Thank you. Ну, вот такая вот тренировка Тоттенхэма. Знаете, впервые вижу, чтобы полностью давали ее поснимать. Интересно, не знаю, Манчестера снимали тоже полностью или нет. Вроде бы оба финалиста должны полностью делать открытые тренировки, но Манчестер решил провести ее дома. Очень жаль, потому что контент офигенный и действительно вот эти вот дети с автографами. Думаю, такая полноценная программа. Пока не удалось выяснить, но обязательно узнаю. Ну и знаете, хочу похвалить УЕФА, полная свобода действий. Я тут перемещался везде, где мог. Не знаю, то ли охрана не досмотрела, то ли действительно как бы относительно лайтово это сегодня. Ну и то, что я представляю вещателя, может быть, тоже помогло. В любом случае, друзья, сейчас ждем пресс-конференцию Манчестера, короткие реплики после нее, а потом уже резюме по итогам дня. Год назад этот стадион снимал финал Московской лиги чемпионов. Сейчас финал Лиги Европы – это небывалое событие для Бильбао и проверка для города. Население увеличится почти на четверть. Спасибо англичанам. Друзья, сейчас здесь совсем тихо. Это микс-зона. Завтра после финала, уверен, здесь будет очень много движухи, очень много эмоций, очень много интервью, сожалений, радости, самого разного. Но пока давайте посмотрим, как все устроено. Сейчас стоит, конечно, отметить работу тех, кто все это готовил. Посмотрите, все забрендировано. Вот. Ну и специальные тут барьерчики. В общем, завтра будет Association, как говорится. Вау. Si crees que volver a repetir una actuación así, un doblete tuyo, podría servir para levantar el título mañana. Ojalá, más que el doblete, el resultado que hemos obtenido, obviamente en que he jugado, pero obviamente mañana más feliz por tener más
más gente del United para ayudar. Вот и закончилась пресс-конференция с участием Рубена Аморима, Бруно Фернандеша и Харри Магуайра. Было много интересно. Знаете, мне показалось, я в первую очередь хотел бы сказать про психологическое состояние, мне показалось, что Манчестер более расслаблен. Хоть и Постекоглу спрашивали про шашлыки, там вот эти вот барбекю, как оно повлияло на команду, участвовал ли он в этом, вообще кто это все организовал. По крайней мере, тренер, вот Аморим, намного более уверенный. И даже был один вопрос из зала, что чувствует ли Аморим меньшее давление, чем тренер Тоттенхэма, потому что я вам говорил, что он уходил от вопросов по поводу его будущего, вообще всячески не отвечал на них. А Аморим сказал, что да, слушайте, я прихожу всегда, когда в клуб, я рассказываю свое видение, говорю о проблемах, все это чисто рассказываю руководству, ни перед кем не заискиваю, и потом просто жду, смотрю, как идут процессы. И главное, что руководство и все вокруг знают, что я делаю, для чего я пришел в команду, я никого не обманываю. И, если руководство решает меня уволить, то я спокойно ухожу. Конечно, у Аморима, наверное, не такой послужной список клубов, чтобы он переживал, да, там за свой пост, и в Манчестер он только недавно пришел. Но, в общем, вот такая вот позиция. Бруно Фернандеша и Магуайра тоже спрашивали о предстоящей игре. Бруно Фернандеш, например, сказал о том, что важно не только победа, трофеи, участие в Лиге Чемпионов, но вообще все параметры, что и клуб так больше заработает, и болельщиков порадует. И здесь сложно не согласиться с этим. Вообще Аморим, он прямо подчеркивал, что нужно вернуть Манчестеру топ-уровень, и победа в турнире как раз-таки это поможет, потому что прошлые матчи уже ничего не изменит с прошлым, оно сыграно. Оно ушло. Потом, конечно же, он вспомнил про матч с Лионом, сказал, что если мы захотим, мы за 6 минут 3 мяча забьем. Был вопрос про дополнительное время, и думает ли Аморим о каких-то заменах, о плане на игру в случае дополнительного времени или серии пенальти. Он сказал, что нет. Мы сейчас думаем только о победе в основное время, и все силы брошены туда. Конечно, нужно иметь какие-то варианты на скамейке запасных для развития игры и предусматривать их, но сейчас мы об этом не думаем, сейчас мы смотрим вперед. Вот такая пресс-конференция. Sorry, what's your name? My name is Lucas. Lucas, Yeah. You came from Denmark, right? I came from Denmark, yeah. How long do you support United? I support United since 2011. So right after when Cristiano he left. Yeah. So during this time, for you it will be the biggest game, like the first time you attend such big game? Actually, I have been in United before, but this is my first time in Europe, so it's an unbelievable experience. Did you get the tickets? No? Yeah, of course we get tickets. Was it difficult? Difficult. We bought from a United group. Yeah, so trust. But it's not difficult. If you can say the price? Yeah, I wouldn't say the price. We pay £400 per ticket, and we have bought 2 tickets. Yeah. Great. Maybe you can tell also a little about your way here, because I know that logistics is very different. From Denmark, it's not so hard. We just go to the Copenhagen airport, and we fly directly to Bilbao on Sunday. Oh, yeah, great. so because there was only 3 flights this month to Bilbao directly, so we booked from long time ago, and then we arrived on Sunday, and we live in a hotel nearby St. Memmes Stadium. Did you book before the game between Lyon and United? No, I didn't. I booked after first leg, 3-0 in St. Memmes. Yeah, because I saw the tickets. Yeah, man, it's I think over £1,000 per night here in Bilbao Centrum. If you book now, it's crazy. We paid like £600 for 4-5 days. Can you say a little about the atmosphere you expect tomorrow? Like it will be more United fans, more Tottenham fans, or like equal? To be honest, today I have feel Tottenham fans in the city here. I can feel the atmosphere, but I think we are confident. I think they are nervous because when they get to semi-finals, finals, they always got shaky legs. Yeah, 84 last time they won. Exactly. So 84 tells a lot. But again, it's a final. Everything can happen. You don't see Tottenham often in finals. So maybe they have this mentality. I don't know. But tomorrow, with the atmosphere, I expect United to take over. I know Tottenham wants the heat to come, but I think United gonna bring
all the hate. You know, I meant more about the fans, like on Yeah. on tribunes. Do you expect more Tottenham fans or Manchester? I think it's going to be equal. But what I have heard, there is now more Tottenhams in the city. More Tottenham fans right now in the city. Maybe you made some challenge or you promised that if United wins, you will do something special. Not? Yeah. I will make a tattoo if they win. Ah, really? Yeah. Here? So So my leg here is from Manchester United FC Football Club. Of Great. course. This is from a Danish football club. My favorite player. Yeah. So if United win, I'm gonna make all my leg to the Europa Great. League. Crazy. Yeah. My Wish you all father the is an best artist. tomorrow, and Thank it you. will be in Denmark. You will do this. Yeah, the tattoo. Yeah. My father is an artist, tattoo artist. Really? Yeah. Great. Manchester, glory. Thank you very much. Wish you Thank good you. luck and nice game. Thank you. Maybe see you tomorrow Yeah, somewhere maybe in the we city. see. Go United. Thank you. Вот такое превью и вот такой океан. Не мог я оставить вас без этой картинки, но все-таки это Бильбао. Пришлось немного отъехать от города, но посмотрите, давайте просто насладимся этим океаном. Оставлю вас наедине с этим шумом и пишите, как вы думаете, закат Манчестер или Тоттенхэма нас ждет завтра, закат Амарима или Постекоглу. Как вы считаете? Но вам спасибо за просмотр, ставьте лайк и наслаждайтесь природой.